Теперь мы просто враги. Битва у перевала Дзелин в самом разгаре. Армия Небесной Империи уверенно движется вперед. Очевидно, что после вмешательства Тансана и монстров Шрека, Духовная Империя проигрывает, поэтому на подмогу войскам Бибидун совсем скоро прибудет подкрепление. Хулена вернулась с территории Звездной Империи. Через 7 дней после столкновения Тансана и Бибидун, поле боя перед перевалом Дзелин, которое несколько дней молчало, снова забурлило. На этот раз огромная армия Небесной Империи была снова мобилизована. На стенах перевала Дзелин на главной позиции вместо Бибидун стояла Хулена. Она была лично назначена императрицей отдавать приказы. Бибидун была без сознания целых 7 дней после последнего боя, и после того, как она проснулась, она немедленно послала приказ Хулене занять ее место, защищая крепость любой ценой. Как императорская святая, Хулена занимала чрезвычайно высокое положение среди всех духовных мастеров, связанных с залом духов. Также она была личной ученицей Бибидун. Любой солдат или мастер даже уровня титулованного не смел бы ей перечить. Хотя нынешних сил не хватало для полноценного нападения, но для защиты стен должно вполне хватить. Прямо сейчас Хулена стояла на вершине стены, во главе 5 титулованных, с серьезным выражением лица, внимательно наблюдая за миллионами солдат, приближающихся к перевалу Дзелин. Бибидун и 2 тяжело раненых титулованных по-прежнему залечивали травмы. В конце концов, немногие обладали способностью к восстановлению Тансана. К тому же их травмы были даже более серьезными, чем у Тансана. Способность к восстановлению Бибидун также была очень сильной, но, к сожалению, на этот раз была ранена ее душа. Атака Тансана была для нее чрезвычайно тяжелым ударом, а травмы души восстанавливались медленно. Полмесяца, которые Тансан дал ей на выздоровление, изначально были очень оптимистической оценкой. Фактически, после того, как Бибидун очнулась после 7 дней без сознания и отдала ряд приказов, она снова потеряла сознание. Только в последние 2 дня ее состояние немного изменилось к лучшему. На этот раз тактика Духовной Империи будет другой. Ключом станет специальный отряд – Легион Ангелов, а также все оставшиеся отряды Священного Бронированного Дракона. Хулена прислонилась к стене, пристально глядя на другую сторону, как будто что-то ища. Она прекрасно знала, что на вражеской стороне находился Тансан. Но как она могла в такое время колебаться? Армия Небесной Империи почти подошла к перевалу Дзелин, но остановилась на безопасном расстоянии. В этот раз формация была совершенно иной. Легкая кавалерия все еще стояла на флангах, готовя заряженные луки, и тихо ждала. Центральный авангард превратился в легионы, состоящие в основном из тяжелой пехоты, выдвигающие вперед все виды осадной техники. Тяжелой кавалерии не было на центральной позиции. В центре была регулярная пехота, тяжелая кавалерия на флангах, позади шли легион духовных мастеров и армия Тан. Тяжелая кавалерия находилась дальше всего, в тылу всего войска, а возглавляли эту армию Тансан, монстры Шрека, Великий Мастер, Учитель Флендер, Лю Эрлон, Титулованный Меч, Кости, глава Нинфенджи, Ядовитый, а также старейшины клана Тан, Тайтань и Нюгава. Все они стояли перед армией, а не с легионом духовных мастеров. Отрядами духовных мастеров в это время командовали император Сюэбэн, а также главнокомандующий маршал Гелун. Тансан с трезубцем в руке медленно вышел вперед. Он громко крикнул «Небесная Империя, к победе!». Этот клич заставил почти всех на стенах перевала Дзелин побледнеть от страха. Голос Тансана фактически пронесся на протяжении всех 10 километров до перевала Дзелин. Не говоря уже об обычных солдатах, защитниках перевала Дзелин, даже 5 титулованных изменили выражение лица. В битве в тот день Тансан произвел на них чрезвычайно глубокое впечатление. Бибидун была явно сильнее его, но все же проиграла. Мощь трезубца морского бога, разрушившего стены одной атакой, произвела еще более неизгладимое впечатление на каждого в Духовной Империи. Золотым светом, исходящим от трезубца морского бога, Тансан молниеносно рванул к перевалу, а за ним и все войско. Воины на стенах спросили: «Святая Хулена, что нам делать?» Наблюдая, как трезубец морского бога приближается, атмосфера на стенах перевала Дзелин быстро сменилась паникой. У этих людей уже был страх перед Тансаном. Дальнейшее наступление армии Небесной Империи будет захватывающим. Ждем новых серий. Большое спасибо за просмотр. Напишите, как по-вашему поступит Хулена, если встретится с Тансаном лицом к лицу. Подписывайтесь на канал и всем пока.